Всем привет! В этом видео мы поговорим о системе 12 недель и о том, что мы можем из нее взять и как мы ее можем подстроить под нашу жизнь. Потому что, в принципе, эта система 12 недель из одноименной книги, она всем хороша, но только не своими сроками. Потому что большинству людей не очень сильно подходят эти самые ограничения 12 недель, потому что бывают задачи, которые можно выполнить быстрее, есть которые дольше. Но все-таки основные стратегии и правила этой системы настолько хороши, что их можно вполне себе применить в обычное планирование. Просто вы сами устанавливаете себе эти сроки и выполняете свои задачи и цели, повышаете свою продуктивность и на 400, на 600, на сколько угодно процентов, потому что эта система действительно работает. Просто нужно в какой-то момент откинуть стандартизированные 12 недель и начать выполнять так, как вы хотите, и с теми сроками, которые вы хотите. Так вот, чем же так хороша эта система, что нужно взять на вооружение? И первая очевидная стратегия– это ограничение во времени. То есть система 12 недель нас заставляет впихнуть наши цели в этот срок и выполнить их за это время. Потому что наша психика так устроена, что если мы себе назначим целый год, то мы будем делать только в самом конце года, да, если вспомним. Потому что бывает такое, что мы забываем абсолютно, потому что нам кажется, что времени очень много. И вот это самое установление более близкого дедлайна нас подстрекает, заставляет нас быстрее двигаться, быстрее что-то делать. То есть, когда мы достаточно сильно ограничены во времени, мы делаем все гораздо-гораздо быстрее, потому что мы любим, чтобы нас подгоняли. Поэтому очень полезно взять это ограничение по времени, просто подстраивать его под свои цели. Следующая стратегия, которая присуща данной системе, это конкретизация и выполнимость задачи. То есть, когда вы ставите задачи на 12 недель по этой системе, вы должны очень конкретно, очень измеримо, очень выполнимо поставить свою задачу. Вы должны очень четко очертить свою цель. И, в принципе, любое планирование нам и говорит о том, что для того, чтобы выполнить цель, она должна быть хорошо прописана, потому что абстрактную цель никак невозможно выполнить, потому что у нее нету никаких рамок, у нее нету никаких определенностей. И следующая стратегия прекрасно дополняет предыдущие, потому что это стратегия расписывания каждого шага. То есть, когда мы планируем на 12 недель в классике, мы должны прям конкретно расписать практически все шаги, которые вы должны сделать за эти 12 недель, которые должны вас привести к выполнению задачи. И это очень полезная стратегия. Да, не обязательно прям все-все шаги расписывать, но вот это самое разбирание на конкретные физические шаги, которые вы будете предпринимать, это уже залог успеха. Следующая вещь– это из разряда полезности, но в целом по стратегии, опять-таки, 12 недель вам необходимо каждый день делать хотя бы один маленький шаг, потому что времени мало, вы, скорее всего, поставили себе достаточно амбициозную задачу. И поэтому каждый день очень важен, так как когда у нас либо вообще нету сроков, либо сроки очень длинные, большие, абстрактные, то мы все время думаем, что ну потом, сегодня не то время, не то состояние, не то и не так. Но в этом случае, если вы ставите себе очень жесткие рамки, вам каждый день большой провал, потому что на следующий день вам придется еще больше делать и больше, иначе вы просто не успеете. Это помогает сконцентрироваться, это помогает лучше все организовывать. Даже если вы не можете полноценно сделать определенный шаг, который вы себе задумали, сделайте хотя бы что-то, чтобы продвинуться, для того, чтобы это все не накопилось. И это очень хорошая, полезная стратегия, которая, в принципе, применима к любому планированию. Следующее правило, которое, в принципе, очень часто встречается в других системах планирования также, это анализ собственных действий. То есть, когда мы выполняем определенные шаги, мы привыкли, что, ну, вот мы идем по своему списку, и в целом, конечно, да, это хорошо, но очень полезно останавливаться и анализировать, а что вы уже сделали, что вам предстоит сделать, как вы это сделали, достаточно ли хорошо, как идет ваш план, почему вы где-то оступились, почему вы где-то что-то неправильно сделали или правильно и так далее. То есть, когда вы анализируете свои действия, вы можете полноценно скорректировать ваши текущие действия, еще улучшив их, так как план на бумаге это всегда одно, а реальность это другое, и только анализируя, что у вас произошло, какие были проблемы, почему были эти проблемы, чем это было вызвано, какие у вас были затыки, еще что-то, вы сможете более правдоподобно сделать дальнейшее планирование, что опять-таки повышает шанс того, что вы достигнете своей цели. Следующая стратегия, но это скорее основная концепция всего планирования 12 недель, которая повторяется из главы в главу в
одноименной книги, это то, что ключом к этой стратегии является действие. То есть идеи и задачи, прописывание, планирование — это все, конечно же, прекрасно. Но пока вы не начнете действовать, ничего не выполнится. Следующая полезность, которая дает нам данная стратегия, это то, что нам гораздо легче сконцентрироваться на действительно важных вещах. Отпадают какие-то неважные вещи, потому что вы ограничены во времени. Вам нужно сделать определенные шаги. Вы уже понимаете, что, где, когда, зачем и почему. Если вы анализируете свои действия, вы убираете какие-то мешающие факторы, какие-то раздражители и так далее, и вы расчищаете для себя тот потрясающий плацдарм для выполнения действительно важных задач, действительно того, что вам хочется, то, что вы так давно откладывали. Это такое воодушевление, это такое потрясающее чувство, когда вы наконец-то беретесь за то, что так давно откладывали, и оно со временем делается все легче и легче, потому что вы привыкаете к тому, что вы каждый день делаете шаг, вы продвигаетесь, вы радуетесь своим успехам, вы их видите, потому что вы можете это все отслеживать и так далее. Поэтому эта стратегия очень сильно помогает продвигаться в каких-то больших проектах, в больших задачах и в том, что вы откладывали очень-очень давно. И хочу отдельно сказать про большие задачи. Именно эта стратегия, правила и стратегии этой стратегии основные помогают вам взяться действительно за очень большие задачи, потому что как бы нам не рассказывали о том, что нужно есть слона по кусочкам, нам всем очень страшно придвинуться к таким вещам, браться за такие задачи, там, как выучить новый язык, разобраться в гигантской кладовке или еще в чем-то. То есть какие-то действительно большие задачи, которые вы понимаете, что они сложно сочиненные, что вам нужно сделать очень много действий для того, чтобы их выполнить. Эта стратегия помогает все-таки выполнять, потому что когда у вас уже есть строгие инструкции о том, как нужно делать, что нужно расписывать свои шаги, что вам нужно действовать, то вы начинаете втягиваться в этот процесс. Очень хорошо начинать из каких-то задач, которые очень свежие, очень интересные, вы вдохновлены их совершением, и на волне их выполнения, то есть у вас будет эмоциональный подъем очень сильный, и вот на этой волне как раз-таки хорошенечко было бы закинуть в себя какие-то задачи, которые вы очень давно откладывали, вам не очень сильно вроде бы хочется их выполнить, но и не хочется и так далее. В общем, на этой волне вы сможете это сделать. Следующая полезность, которую дает данная стратегия, это то, что нам гораздо легче выбрать 2-3 цели. Потому что у каждого из нас есть гигантский список вещей, которые он хочет делать, и мы что-то делаем, что-то не делаем, что-то откладываем, на что-то набрасываемся, что-то забываем и так далее. В общем, в итоге все наши дела развиваются и выполняются как-то достаточно хаотично. Но если вы будете планировать такими вот спринтами 12 недель, 10 недель, неважно, если вы будете себя ограничивать во времени, то вы понимаете, что за это время вы обязаны это выполнить. Вот должны это выполнить, и никак иначе. И распыляться на 150 задач вам никак не получится, потому что в этот момент приходит осознание того, что наш день конечен, что наши... Ну, не то, что время конечно, то, что время, которое вы себе назначили, оно конечно. И вы в конце должны получить какой-то результат. И это уже подстегивает вас выбирать какие-то определенные цели и выполнять их. Но за счет того, что вы будете их все-таки выполнять постепенно, то сможете наконец-то выполнить весь свой список. И в дополнение к предыдущему хочу сказать, что именно в такие моменты вы начинаете ценить свое время, силы, а также эффективность того, что вы выполняете. Повторюсь, из-за того, что вы каждый день делаете какой-то шаг к вашей цели, вы понимаете, что вы делаете, зачем вы это делаете, какой вклад это дает, какой выхлоп это вам дает. То есть вы начинаете лучше осознавать, сколько нужно вложить сил, а нужно ли вообще, а достаточно ли вы эффективно работаете, а приносит ли определенные действия вам пользу в долгосрочной перспективе. То есть вы учитесь лучше управляться с вашими ежедневными задачами, что опять-таки помогает вам достигать больших целей, потому что вы начинаете наконец-то в них вкладываться. И предпоследняя полезность — это то, что вы начинаете лучше отслеживать свои результаты. Ничего больше не вдохновляет человека, как его собственные результаты. И хорошо, если это будут позитивные результаты, конечно же. Потому что когда мы ставим очередную галочку, когда мы понимаем, что мы сделали что-то, что давно откладывали, или просто выполнили все задачи на день, такая эйфория наступает. В нашем мозге вырабатывается так много гормонов, счастья, радости, которые помогают нам еще в других процессах нашего мозга. То есть вы даете
себе и своему мозгу невероятный заряд, который помогает вам все дальше и дальше продвигаться в ваших делах и выполнять их все, ну, не то что быстрее, но интереснее. То есть у вас уже появляется в какой-то момент азарт. А так как вы конкретизируете свои задачи, то вам легче понять, выполнили вы эту задачу или нет. И напоследок хочу напомнить о том, что данная стратегия 12 недель говорит нам о том, что чем дольше мы планируем, тем легче нам будет выполнять. Потому что, безусловно, хорошее, правильное и продуманное планирование делает за вас большой объем работы. То есть вы делаете очень много, когда вот сидите и все это делаете, потому что вы анализируете ситуацию, вы анализируете свой прошлый опыт, вы составляете себе следующие шаги, вы продумываете их. И когда наступает время для выполнения, вы просто их выполняете. Вы не терзаетесь, а что мне делать дальше, а зачем я делаю это. В хорошем планировании вы это все решаете заранее, пока сидите за столом со своим ежедневником или со своим компьютером, телефоном, неважно. Принимайте тысячи решений, которые высасывают наши силы, но вы один раз их принимаете, и потом ими пользуйтесь. Это экономит неимоверное количество сил, которые вы можете потратить на то, чтобы выполнять свои задачи. Все, мои хорошие, на этом все. Надеюсь, вам это поможет. Планируйте эффективно. У вас все получится, вы всего достигнете. До следующих видео. Пока-пока.